Любопытно, но сегодня в этом ролике, говоря про Антарктиду, мы не можем не поговорить про уголь, который черной полосой лежит в светлом песчанике толщиной примерно с руку на 85 градусе южной широты. По своей сути, уголь – это спрессованные растения, но растений там нет. Ни дерева, ни кустарника, ни травинки. И не было этого всего там уже 34 миллиона лет. Полоса при этом там не одна. Под Антарктидой лежит одно из крупнейших угольных полей планеты. И это только то, что видно на редких клочках голого камня, торчащих наружу. Значит, лес был. Значит, материк, который сегодня держит на себе 27 миллионов кубических километров льда, выглядел совсем иначе. И не один раз. Мы спустимся сквозь этот лед до каменного дна и посмотрим, что там лежит. Заодно станет понятно, почему за континент, с которого нельзя вывести ни одной тонны руды, 7 государств держатся уже 100 лет. Размеры коротко. 14 миллионов квадратных километров, почти 2 Австралии, и 98% этой площади закрыто ледяным щитом средней толщиной больше 2 километров. Что у щита под подошвой до середины прошлого века представляли смутно. Считалось, что там ровное каменное основание, слегка прогнутое под весом льда. Третья советская антарктическая экспедиция, 1958 год, партия идет по внутренним районам Восточной Антарктиды и работает сейсмикой. Заряд на поверхности, эхо от каменного дна, замер времени. Эхо приходит не оттуда, где его ждут. Слишком рано и не той формы. Под куполом стоят горы. Хребет длиной около 1200 километров, с вершинами почти в 3 километра. Ни одна из них не выходит наружу. Их назвали горами Гамбурцева, и странность даже не в том, что они там есть. Горы обычно растут, где сталкиваются плиты, а Восточная Антарктида – это старая платформа, где сталкиваться нечему уже сотни миллионов лет. При этом рельеф у Гамбурцевых свежий на вид. Острые пики, глубокие долины, прорезанные текущей водой. За такой срок все это должно было стереться в холмы. Не стерлось потому, что сверху вовремя лег лед и выключил эрозию. Разбираться туда прилетели только через полвека. В 2007 и 2008 годах над хребтом ходили 2 самолета с радарами, гравиметрами и магнитометрами, 7 стран в складчину. По их данным получилось, что корень этих гор заложен около миллиарда лет назад, потом был разогрет при распаде Гондваны и приподнят заново, и что именно с вершин Гамбурцева, скорее всего, антарктический щит и начал расползаться. С тех пор карту подледного рельефа переделывали трижды. Последнюю выпустили весной 2025 года. 82 миллиона точек измерений, собранных за 60 лет самолетами, спутниками и судами. Часть точек в ней снята еще с собачьих упряжек. Их не выбрасывают, потому что в некоторых районах после тех партий никто ничего лучше так и не измерил. Из всего, что она уточнила, для нашего разговора важна одна вещь. Под ледником Денмана в Восточной Антарктиде обнаружился каньон, дно которого уходит на 3,5 километра ниже уровня моря. Самая глубокая точка суши на планете. Для сравнения, берег Мертвого моря опускается всего на 400 метров. Каньон до краев забит льдом, и увидеть его нельзя. Радар туда не добивал годами. Сигнал отражался от стенок долины и путался. Глубину в итоге вывели косвенно, посчитав, сколько льда втекает в эту долину и с какой скоростью движется. Столько льда просто некуда деть, кроме как в очень глубокую яму. Каньон вернется в конце разговора и с неприятной стороны. Есть под щитом и жидкая вода. Около 400 подледных озер. Самое крупное лежит под станцией «Восток», размером примерно с Ладожское. Над ним почти 4 километра льда. На поверхности этого льда в июле 1983 года намерили минус 89,2, рекорд холода для всей планеты. На дне вода при этом не замерзает. Сверху давит толща, снизу подогревают земные недра. Скважину довели до озера в 2012-м. Есть ли в нем жизнь? До сих пор без внятного ответа. В поднятой воде находились следы бактерий, но скважину бурили с керосиновой заливкой, и отделить настоящих обитателей озера от занесенных сверху пока не получается. Спор идет больше 10 лет. Еще одно, без чего дальше не разобраться. Антарктида собрана из 2 кусков совершенно разной природы, сшитых трансантарктическими горами. Восточная часть – это древний кристаллический щит возрастом больше миллиарда лет, лежащий в основном выше уровня моря. Западная устроена иначе. Снимите с нее лед, и значительная часть окажется морским дном с цепочкой островов.
Уголь оказался там задолго до льда. 250 миллионов лет назад Антарктиды в нынешнем смысле не существовало. Был единый южный суперконтинент Гондвана, и она сидела в его середине, сшитая с Африкой, Южной Америкой, Индией и Австралией. По ней текли реки и росли болотные леса из глоссоптериса, дерева с широкими языковидными листьями. Эти листья и легли в пласты. Первым, кто привез их в Европу, оказалась экспедиция Роберта Скотта. В феврале 1912 года партия возвращалась от Южного полюса и остановилась на леднике Бердмор отбить образцы породы. Обратный путь эта партия не прошла. Через 8 месяцев поисковая группа нашла палатку, а рядом сани. На санях лежали 16 килограммов камней. Камни ушли в Лондон, и через 2 года ботаник Альберт Сьюарт описал отпечатки – глоссоптерис. Такие же находят в Индии, в Австралии, в Южной Африке. В дневниках той же партии, кстати, есть запись про угольные пласты, которые они видели там же, на Бердморе. Та самая черная полоса в песчанике, с которой мы начали. 85 градус южной широты. Долго это оставалось красивым совпадением. В 1969 году американская партия работала у выхода породы с говорящим названием Коулсек-Блав и нашла кости листрозавра. Листрозавр – это приземистое травоядное размером с крупную собаку, жившее в раннем Триасе. Плавать через океаны он не умел, а кости его лежат в Южной Африке, в Индии, в Китае и теперь еще и здесь. Ходить сухими ногами между этими точками можно было только в одном случае. Континент постепенно смещается на юг, но климат еще долго остается мягким. И вот тут есть находка, которая лично для меня перевернула картинку сильнее остальных. В 2017 году немецкое судно «Полярштерн» бурило морское дно у ледника Туэйтса. Керн подняли и в самом низу увидели слой странного цвета, не похожий на все, что выше. Томография показала внутри плотную сеть корней. Лесная почва, сформировавшаяся на суше. Возраст 90 миллионов лет. Широта 82 градуса. Примерно 900 километров от Южного полюса. По пыльце восстановили, что там росло. Хвойные, древовидные папоротники, цветковые кустарники, болото. Средняя годовая температура около 12 градусов тепла. Осадков примерно как сегодня в Уэльсе. Умеренный дождевой лес, похожий на нынешние новозеландские. На этой широте половину года стоит полярная ночь. Лес рос без солнца по несколько месяцев подряд и справлялся. По этому лесу ходили динозавры. На горе Киркпатрик нашли криолофозавра, крупного хищника с поперечным гребнем над глазами. Позже, уже в Эоцене, керны из земли Уилкса дают пыльцу пальм и родственников Баобаба, то есть почти тропики. На берегах бегали сумчатые, а в воде плавали пингвины ростом с человека. Дальше пыльца теплолюбивых растений из кернов пропадает. Граница проходит примерно по отметке 34 миллиона лет назад. Южная Америка окончательно расходится с антарктическим полуостровом. Открывается пролив Дрейка, и вокруг материка замыкается кольцевое течение. Теплая вода с севера перестает доходить до берега. Континент запирает собственным течением. Примерно тогда же падает содержание углекислого газа в атмосфере. Что из этого главное, спорят до сих пор. Одни модели отдают решающую роль проливу, другие – газу. И разброс там приличный. Так или иначе, снег на вершинах Гамбурцева перестает стаивать за лето, ледники сползают в долины и сливаются. Сам материк почти не двигался с места, изменился мир вокруг него. Крышка легла на все, что было на поверхности, и держит это 34 миллиона лет. Такие сюжеты, где геология и климат оказываются одной историей с политикой, мы здесь разбираем постоянно, так что подписка тут будет к месту. А мы возвращаемся под лед. Теперь понятно, что именно там искать. И тут полезно сразу развести 3 разных уровня знания, потому что в популярных пересказах их обычно валят в кучу. Первый уровень – то, что держали в руках. Уголь трансантарктических гор, образцы породы, керны. Второй – то, что видели приборами, но не трогали. Третий – то, что просто выведено по аналогии с другими континентами. Разница между ними больше, чем кажется. Уголь – это первый уровень. Пласты выходят на поверхность, образцы собраны, происхождение понятно. Объем оценивают как один из крупнейших угольных бассейнов мира, но сами оценки гуляют в разы, потому что считали их по обнажениям и экстраполяции под лед, а не по скважинам. И качество низкое, зольность высокая, теплотворность так себе. Как товар, этот уголь сегодня не нужен никому. Железо – это уже второй уровень. В горах Принца Чарльза, у горы Рукер, залегает полосчатая железистая формация возрастом больше 2 миллиардов лет. Образцы оттуда есть, содержание железа в них около трети.
Но интересна не сама гора, а то, что показала аэромагнитная съемка. Две аномалии шириной по 10 километров тянутся от нее на запад и уходят под лед на 50 и 60 километров. Никто не знает, где они заканчиваются. Прибор видит магнитное тело, а что это за тело и какой в нем металл, узнают только буровой коронкой. Третий уровень выглядит убедительнее всех и стоит дешевле всех. Гондвана распалась, куски разъехались, породы на разрывах остались родственными. Андский медный пояс Южной Америки уходит через дугу Скоша прямо в антарктический полуостров. Это буквально один и тот же складчатый пояс, разорванный расхождением плит, и аналогия тут крепкая. Массив Дефек в Пенсакольских горах устроен так же, как южноафриканский Бушвельд, откуда мир берет большую часть платины и хрома, и это тоже серьезно. А вот сопоставление земли Уилкса с золотоносными поясами Западной Австралии держится слабее. Там совпадает общий возраст фундамента, но проверить его нечем, потому что вся эта область под 3 километрами льда. Запасами это не называет никто. В геологических обзорах формулировка всегда одна. Наличие месторождений вероятно. Ни одно из них не разведано. Разведочного бурения на минералы там не было ни разу. Открытая порода составляет меньше 0,5% площади материка, и шанс, что рудное тело выйдет наружу именно на этом клочке, близок к нулю. Геологи уверены, что руда там есть, потому что она есть у соседей по разошедшемуся континенту. Уверенность обоснованная, и в цифру запасов она нигде не превращается. Разница между этими двумя состояниями стоит миллиарды долларов и десятилетия работы. Чтобы аномалия под Идом стала месторождением, нужно поставить на нее буровой станок, поднять керн, посчитать содержание, оценить, сколько удастся достать и почем. В Антарктиде этого не делали никогда, и по действующим правилам делать нельзя. Теперь про 500 миллиардов баррелей. Независимой проверки этой оценки в открытой научной литературе нет. Официального заявления об открытии месторождения тоже не было. Цифру назвали в 2024 году на слушаниях профильного комитета британского парламента со ссылкой на данные Российской государственной геолого-разведочной компании, чье судно с 2011 года ведет сейсмическую съемку в море Уэддала. Сама по себе геология там подходящая, и это известно давно. Еще в 70-е буровое судно Ламар Челленджер работала в море Росса по научной программе и подняло керны со следами газа. Бурение тогда свернули, потому что научная платформа не была рассчитана на встречу с пластовым давлением. Но следы газа в керне и промышленное месторождение – это разные величины. Сейсмика показывает структуру пород под дном. Судно бьет акустическим импульсом, слушает отражение от слоев, рисует разрез. По разрезу видно, есть ли подходящие ловушки для углеводородов. Сколько в них нефти и достанете ли вы ее оттуда, разрез не говорит вообще. Плюс оборудование для чистой науки и для поиска сырья одинаковое, поэтому спор идет ровно об этом, где кончается исследование и начинается разведка. Есть и куда более приземленная причина, по которой на антарктическом шельфе никто не бурит, и она чисто экономическая. Ледовая обстановка меняется за часы. Один айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году, до сих пор дрейфует по этим водам 40 лет спустя и сохранил площадь порядка 3500 квадратных километров при массе около триллиона тонн. Подводная часть такой глыбы уходит на сотни метров и способна снести донное оборудование, не заметив его. Ближайший порт с ремонтной базой находится за 1000 километров самого штормового океана на планете. Инфраструктуры нет никакой. Отмените завтра все запреты разом, и платформа там все равно окажется дороже почти любого месторождения в любой другой точке мира. Поэтому единственное, что вывозят с антарктического шельфа прямо сейчас, это криль. Рачок длиной около 5 сантиметров, живущий гигантскими стаями, кормовая база почти для всего Южного океана. Идет на кормовую муку, на корм домашним животным и на добавки с омегой-3. В сезоне 2024 и 2025 годов флот из нескольких десятков траулеров, в основном норвежских и китайских, взял почти 625 тысяч тонн при общем разрешенном пределе в 620 тысяч. 1 августа 2025
этого промысел закрыли досрочно. Впервые за всю историю наблюдений, которая ведется с 1973 года, годом раньше страны не смогли договориться о продлении меры, которая распределяла вылов по районам, и она перестала действовать. Флот собрался в одном небольшом секторе у Антарктического полуострова, там же, где кормятся киты и пингвины, и выбрал общую квоту вдвое быстрее обычного. Предложение сделать этот участок морским охраняемым районом лежит на столе с 2017 года. Его поддерживает подавляющее большинство участников комиссии, и оно не проходит. Решения там принимают только консенсусом. Самый же крупный ресурс лежит на виду и почти не обсуждается. 27 миллионов кубических километров льда – это около 60% всей пресной воды планеты, вместе с реками, озерами и подземными водами. Континент без единого постоянного жителя держит больше половины земной пресной воды и не отдает из нее ни литра. Наличие ресурсов само по себе не дает на них никаких прав. Линии на антарктической карте проведены по меридианам от побережья к полюсу, 7 странами, 7 клиньями, сходящимися в одной точке. Британия оформила свой в 1908 году, Новая Зеландия в 1923, Франция в 1924, Австралия в 1933, Норвегия в 1939, Чили в 1940, Аргентина в 1942. Самый большой клин у Австралии – почти 42% материка. И заявляла, каждая страна не то что освоила, а все, что попало между двумя долготами, включая земли, которых никто не видел. Сам этот прием придумали не на юге. Секторами до того делили Арктику, где к полюсу также сходятся меридианы. Норвегия при этом долго вообще не указывала, где ее клин заканчивается, и довела формулировку до полюса только в 2015 году. У европейских заявок в основании лежат экспедиции, съемка берега и первые высадки. У аргентинской и чилийской другое – географическая близость и наследование испанских владений. 3 клина при этом накладываются друг на друга – британский, чилийский и аргентинский. Пересекаются на Антарктическом полуострове, то есть на самом теплом и доступном участке континента, где сегодня стоит основная часть станций. Большинство государств мира не признает ни одну из 7 заявок, а часть стран отдельно оговорила, что оставляет за собой право заявить свою, если положение изменится. Земля Мэри Бёрд. Около 1 600 000 квадратных километров в Западной Антарктиде не досталось никому. Крупнейшая территория на планете, на которую не заявлено вообще ничего. Она просто дальше всех от всего. С самим открытием материка вышла история почти комическая по совпадению дат. Джеймс Кук в 70-х годах 18 века первым пересек Южный полярный круг, уперся в сплошные льды и записал, что Земля за ними, если и есть, то бесполезна. Потом 45 лет тишины и 1820 год, в течение которого материк видят трижды и независимо друг от друга. В конце января к берегу подходят шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Через 2 суток ледяной берег с другой стороны описывает британский офицер Эдвард Брансфилд. В ноябре туда же выходит американский зверобой Натаниэль Палмер. Спор о первенстве идет до сих пор, и от него напрямую зависит, чья историческая заявка выглядит весомее. Первую высадку относят к февралю 2021 года. Американский промысловик Джон Дэвис записал в судовом журнале, что отправил шлюпку к берегу. Документально бесспорной считается другая, в январе 1895 на мысе Адер. Полюса Руаль Амундсен достиг 14 декабря 1911 Партия Скотта пришла туда на 34 дня позже и нашла норвежскую палатку с флагом. Те 16 килограммов камней отбили как раз на обратной дороге оттуда. К 50-м годам ситуация стала неудобной для всех сразу. Заявки наложились, признавать их никто не спешил, а на континенте начали появляться постоянные станции. 1 декабря 1959 года 12 государств подписали договор об Антарктике. Сегодня участников 58, из них 29 имеют право голоса. И право это зарабатывают активной научной работой на материке. Держится все на 4 статье. Она не признает территориальные заявки. Она их и не отвергает. Она их замораживает. Пока договор действует, ничьи действия на континенте не усиливают и не ослабляют ничью позицию. А новые заявки
предъявлять нельзя. Старые претензии поэтому сохранились в неприкосновенности, только пользоваться ими нельзя. Такой странной конструкции 65 лет. Работает она на взаимной проверке. 7-я статья позволяет любой стране-участнице в любой момент прислать наблюдателей на любую станцию, судно или площадку другой страны, без предупреждения и без права отказать. Инспекции проводят регулярно, отчеты публикуют. Запрет на добычу, к слову, появился не сразу и вопреки первоначальному плану. К концу 80-х страны договора несколько лет писали конвенцию, которая должна была не запретить добычу, а отрегулировать ее. Где можно, на каких условиях, кто отвечает за последствия. Текст согласовали в 1988, а через год Австралия и Франция отказались его подписывать, и вся конструкция рассыпалась, потому что без них она не работала. Взамен за 2 года собрали противоположный документ. В 1991-м к договору добавили Мадридский протокол. Его 7-я статья звучит коротко. Любая деятельность, связанная с минеральными ресурсами, за исключением научных исследований, запрещается. С ним же связана и самая живучая путаница про Антарктиду. В 2048 году он не истекает. Ни у него, ни у договора вообще нет срока действия. В 1948-м появляется всего лишь право потребовать конференцию по пересмотру. Дальше условия. Поправка о добыче вступит в силу только при согласии всех 26 стран, которые имели право голоса в 91-м, плюс отдельным пунктом. Она не заработает, пока не будет действовать обязывающий международный режим, регулирующий саму добычу. То есть сначала всем вместе написать правила добычи и только потом ее разрешать. Одного отказа из 26 достаточно, чтобы разговор закончился. Участники это несколько раз подтверждали отдельно, а один раз приняли специальную резолюцию, прямо назвав причиной путаницу вокруг 1948 года. Насколько далеко может зайти борьба за позицию при замороженных претензиях, показывает один сюжет конца 70-х. Аргентина отправила на станцию «Эсперанса» на самом кончике антарктического полуострова женщину на 7-м месяце беременности. 7 января 1978 года там родился Эмилио Пальма, первый человек, появившийся на свет на этом континенте. Вскоре после этого в стране запретили печатать карты Аргентины без Антарктиды. Чили ответила своим ходом, отправила на базу молодые семьи, и в ноябре 1984-го в поселке Вилья-Лас-Эстрельяс родился ребенок, который был там и зачат, и рожден. Всего южнее 60-й параллели родилось около 11 детей, почти все в эти годы и почти все на 2 базах. Юридически это не изменило ничего. 4-я статья прямо говорит, что никакие действия претензий не усиливают. Гражданство детям дали по родителям. Антарктических паспортов не бывает, потому что Антарктида не государство. От той демографической демонстрации остались семьи при 2 базах и школа. Постоянного населения так и нет. На материке работает около 70 станций примерно 30 государств. Из них порядка 40 круглогодичные. Летом там до 5000 человек, зимой около 1000. Содержание одной круглогодичной станции стоит десятки миллионов долларов в год. И ни одна не окупается ничем, кроме публикаций и места за столом переговоров. Платят эти деньги полвека подряд. И рядом с этим есть поток, который никакого отношения к науке не имеет. За последние сезоны Антарктиду посещало больше 100 тысяч туристов в год. Почти все они высаживаются на том же самом полуострове, где сходятся 3 заявки, стоит большинство станций и кормится криль. Огромный континент, а вся человеческая активность жмется на его самый северный кончик, потому что дальше начинается то, ради чего туда никто не поедет добровольно. Публикации, кстати, тоже родом изо льда. Снег ложится слоями, слои сжимаются, и в пустотах между кристаллами запечатываются пузырьки воздуха того года, когда шел снегопад. Пробурив колонку, вы получаете не реконструкцию и не модель, а физические образцы древней атмосферы, которые можно сунуть в прибор и измерить. В январе 2025-го европейская команда на площадке Little Dome Sea довела скважину до каменного дна, до 2800 метров, потратив на это 4 сезона при средней летней температуре минус 35. В поднятой колонке непрерывная климатическая запись длиной больше 1 200 000 лет.
В нижней части 1 метр льда вмещает до 13 тысяч лет истории. Внутренние районы материка остаются самым холодным местом планеты и заметного потепления пока не показывают. А на антарктическом полуострове, том самом спорном, 6 февраля 2020 года намерили 18,3 градуса тепла. Рекорд для материковой Антарктиды. В марте 22-го над Восточной Антарктидой прошла аномалия, при которой у станции Конкордия температура оказалась почти на 39 градусов выше нормы для этого времени года. Отклонений такого размера полярная метеорология прежде не фиксировала. Юристы при этом не решают, останется ли лед на месте. Растая он весь, уровень океана поднялся бы примерно на 58 метров. Целиком он не растает. На это нужны тысячи лет, и ни один сценарий этого века такого не дает. Уязвимы края, и новая карта показала это яснее прежнего. Значительная часть льда стоит на каменном ложе ниже уровня моря. К такому льду теплая вода подбирается снизу, вдоль дна, и подтапливает его в точке отрыва от грунта. Ледник Денмана как раз сползает в тот самый каньон. Если фронт отступит достаточно далеко вниз по склону, вода зайдет в котловину, и обратного хода уже не будет. Один этот ледник несет около 1,5 метров уровня моря. Соседний Туэйтс, который бурили в 2017 году и под которым нашли ту самую древнюю лесную почву, устроен также и изучен намного лучше. За ним следят международные программы с 2018 года. Точных сроков не называет никто. Оценки расходятся от столетий до тысячелетий. И это как раз честная граница знания, а не фигура речи. Куски Антарктиды нужны не ради вышки, которую поставят завтра. Ни один банк не даст денег на добычу, которая дороже любой альтернативы, окружена айсбергами и запрещена международным правом. Право голоса в антарктической системе дается за научную работу. Станцию, взлетную полосу, экспедицию, публикацию. Страны платят за все это, чтобы сидеть за столом, где однажды могут менять правила. Пока идет спор о железе, которого никто не видел, и о нефти, которую никто не считал, с континента реально уходят криль и керны. А угольный пласт в трансантарктических горах так и выходит на поверхность голым срезом. Ближайший к нему человек находится за несколько сотен километров, и приедет он туда за образцами породы. Что вам кажется более надежной защитой Антарктиды? Юридические замки Мадридского протокола или простая арифметика, по которой добывать там пока некому и незачем? Напишите, интересно, какая версия наберет больше. И оставайтесь на канале, если такие разборы вам интересны.